Обновление выйдет на 3 миллиона лайков. Мы уже близко к этой цифре. Спустя несколько месяцев Pet Simulator X все-таки обновляется. И вдруг в игре становится нужным то, что было ранее бесполезно, то, что было у каждого игрока, но он этим пренебрегал и отказывался от этого. То, что раньше было легко получить. А подробнее об этой важной вещи мы поговорим далее. Новое обновление выйдет уже очень скоро, спустя нереально долгое время. Кто-то до сих пор ждет и скоро дождется, а кто-то вообще забил на игру. Но все это время сливали множество скриншотов петов, часть из которых оказались донатными эксклюзивками в небольшой мини-обнове, а часть петов дается в награду за введенные коды с покупки игрушки с официального сайта Big Games. И пока ни одного пета, который был бы в новом обновлении. Но новое обновление — это не петы, яйца или просто еще один обычный мир, и это, по всей видимости, боевая система. Это то, что вернет в игру старых игроков и притянет новых. Нечто, что может называться хардкором. Такое слово было в одном из сливов Pet Simulator — хардкор. И еще пару новых видов неба. Возможно, один из них будет в новом мире арене, либо в этом самом хард-моде или хардкоре. И да, все сказанное в этом видео лишь теория, основанная на имеющихся сливах и фактах. Например, один факт: что будет в новом обновлении, так-то толком Престон и не сказал, а этих сливов очень мало, и известно лишь то, что это обновление значительно расширит геймплей для старых прокачанных игроков, как написал сам Престон в своем твиттере. Больше практически ничего касательно именно обновы в твиттере он не написал, лишь про игрушки. Но даже этот факт, некий расширенный геймплей для старых прокачанных игроков, добавляет мысли, что это все-таки бои с питомцами. Но представьте, у вас уже дофига алмазов, открыты все миры и собраны самые лучшие из имеющихся петов. Система боев в Pet Simulator — это именно то, что, по словам Престона, является обновой для старых игроков. И это именно то, что может существенно поднять онлайн в игре, если, конечно же, будет должным образом работать. И вот, возможно, подтверждение этой версии. 25 июня Big Games создали зачем-то вот этот плейс. Он называется Pet. Что может объяснять, этот плейс, скорее всего, предназначался для теста будущего нововведения в игру — системы боя. Ну, раз сливов петов еще не было и 3 недели назад тестировался этот плейс, вполне вероятно, что это не мир или новые питомцы, а именно система, которая будет внедрена в саму игру, на вроде того, как это было с банком. Каким образом будет работать система боя? У меня уже есть несколько версий. Первое — это то, что она будет заимствована с игры Pet Legacy. И, собственно, уже сейчас в Роблоксе появляются такие симуляторы, где вы не просто долбите монетки, а сражаете монстров. Так вот, если система будет заимствована оттуда, то, скорее всего, будет отдельный мир, где располагаются эти самые питомцы-враги. Но я все-таки думаю, что Престон не будет делить игру на, так скажем, боевую зону, и нет. Тем более никаких сливов арен или миров еще не было, а обновление выйдет вот-вот, со дня на день, как только добьется 3 миллиона лайков. Вы же помните, как выходило обновление банка? Тоже, по сути, не было никаких конкретных сливов, лишь здание банка и слова Престона, что вот-вот выйдет нереально крутое обновление, которое кому-то понравилось, а кому-то нет. Но факт: все мы пользуемся банком в качестве хранилища, хотя раньше его у нас не было. Так вот, я думаю, что все же петы будут сражаться между собой у каждого игрока. И для этого не будут нужны специальные площадки. Это все будет можно делать прямо в игре. И, скорее всего, будет нужно ваше согласие, чтобы петы вступили в сражение. Это, по-моему, идеальный вариант, как можно было бы внедрить систему боев в игру. А вы еще не забыли начало ролика? Так вот, единственное, что мне непонятно: если мы сможем сражаться, то как будет определяться сила питомцев? Может быть, для этого и понадобится тот самый бесполезный перк на скорость бега, agility, и он будет играть, например, роль скорости атаки и восстановления, что вполне может быть. И даже более того, у нас есть такой перк, как урон, дамаг. То есть разработчику ничего не стоит внедрить эти два перка в боевую систему, и таким образом уже сейчас, в теории, можно предугадать силу ваших петов. Обновление выйдет на 3 миллиона лайков. Мы уже близко к этой цифре. Хард-мод в игре или система боев. Все сказанное лишь мои догадки, основанные на открытых источниках. Хотелось бы услышать ваши предположения в комментариях, кто досмотрел до конца. Огромное спасибо за просмотр, Bombactus Play, и до новых роликов.